Всем привет! Сегодня я решил поделиться с вами тем, как я прошел через самую сложную проблему, которая мешала мне заработать на бинарных опционах. И после решения этой проблемы я начал постепенно увеличивать свой доход на бинарных опционах. Эта проблема касалась моей психологии, и сегодня я расскажу, как с этим справиться и почему психология играет большую роль в обучении бинарными опционами. Теперь, ребят, для начала мы зайдем в нашу первую сделочку. Напоминаю, мы торгуем на 15-минутном таймфрейме. Здесь проводим теханализ, после чего переходим на минутный и там ищем точку входа и заходим в сделочку. Время экспирации у нас 1 минута, то есть я захожу в сделку на 1 минуту и моя сумма сделки $200. Далее мы наблюдаем у нас нисходящее движение цены. Соответственно, цена раз за разом, обновляя свои минимумы и обновляя свои максимумы, указывает на то, что цена идет по тренду на понижение. Соответственно, каждый минимум обновленный и каждый максимум ниже предыдущего. Далее, мы видим, что цена после касания данной области сейчас идет на резкое повышение. Соответственно, происходит откат. И в данном случае у нас также идет завершение данного отката. Соответственно, образуется откатная свеча. Знак того, что цена идет на развороте на понижение. Далее мы переходим на минутный таймфрейм. На минутном таймфрейме мы наблюдаем, что цена раз за разом, обновляя свои ценовые минимумы, также входит в консолидацию, после чего идет на понижение. То есть по тренду на понижение. Также здесь идет откат, накопление сил, цена идет также на понижение по тренду. И здесь также у нас затянутая консолидация, цена копии силы идет на распределение, у цены нет сил для движения на понижение, поэтому происходит откат. После отката цена также идет на понижение. Касается данной области поддержки, идет на резкое повышение на откате, и от данной области сейчас идет на развороте на понижение. Поэтому здесь мы и будем заходить в сделочку на понижение, так как цена после касания данной области, тут также у нас была откатная свеча огромная в виде тени. После этого цена идет на развороте на понижение. Соответственно, здесь она может произвести небольшой откатик, но после чего развернется, так как будет производить ретест уровня. Соответственно, цена будет обновлять предыдущий минимум. Главная причина моего начального провала на бинарных опционах была психология и мои эмоции. Психология играет важную роль в торговле по нескольким ключевым причинам. Первое. Трейдеры, как и все люди, подвержены влиянию эмоций, таких как страх, жадность, уверенность и паника. Эти эмоции могут серьезно повлиять на принятие решений. Например, страх может заставить войти в сделку вверх слишком рано, а жадность может привести к чрезмерному риску. Второе. Рациональное мышление нарушается. В моменты стресса и эмоционального напряжения человек может терять способность к рациональному анализу и принятию решений. Это может привести к неосознанным ошибкам и потерям на рынке. Итак, ребят, цена, как мы видим, заходит у нас в максимально уверенный плюсик, получаем первый плюс, дальше переходим к нашему техническому анализу. Зайдем также здесь же в сделочку на этой валютной паре. Смотрим, что у нас также, напоминаю, тренд на понижение, цена. Как мы видим, на 15-минутном таймфрейме даже видно, что цена откатилась от данной области. Здесь низкочастотные свечи, где цена не имеет сил для движения и производит откат. После идет разворотик на понижение по тренду. После откат от направления тренда на повышение. Далее откатная свеча и цена идет на развороте в данном месте на понижение по тренду. Соответственно, цена сейчас движется на понижение, но мы не будем пока спешить и заходить в сделочку. По какой причине? Мы наблюдаем, что у нас есть такая вот область, от которой цена может произвести откат. Соответственно, может быть реакция на данную область откатом. Поэтому мы не будем в данном случае заходить в сделку. Мы зайдем в сделочку, если цена от данной области пойдет на откате, после чего дойдет примерно до данной области и произведет разворот. Либо пробьет данную область, и после чего мы зайдем в сделочку. Поэтому мы смотрим на график, видим, что у нас уже происходит откат, и мы дожидаемся, пока цена после завершения отката приблизительно в данной точке начнет разворот. Тогда мы и зайдем в сделочку на 1 минуту на понижение. Как мы видим, сейчас уже начинается этот разворот, поэтому давайте зайдем в сделку, так как цена после касания данной области, как ранее мы видим, здесь также было неоднократное касание данной области, шла цена на понижение, цена касается, свеча точнее касается данной области и происходит откатная свеча в виде тени, после чего цена идет на развороте на понижение. Ну а пока ждем завершения сделочки, продолжим дальше. И третье. Постоянное колебание рынка. Рыночные колебания и неопределенность могут вызвать стресс и тревожность у трейдеров, в основном у новичков. И умение управлять этими эмоциями помогает сделать более обоснованными решения в сложных ситуациях. Четвертое. Дисциплина и планирование. Психологическая стойкость и способность придерживаться торгового плана и стратегии играют ключевую роль в успехе на рынке. Отсутствие дисциплины может привести к принятию импульсивных решений. И пятое. Это
это управление стрессом. Торговля на рынке часто связана с высоким уровнем стресса и напряжения. И умение управлять стрессом и сохранять спокойствие очень важно для принятия правильных решений. Ребят, идет все идеально. Вторая сделка у нас заходит в плюс. Давайте перейду к поиску следующей ситуации. Ребят, видим следующую ситуацию. У нас на графике, как мы видим, резкое повышение цены. В данный момент от области поддержки. После чего образуется откатная свеча в виде большой тени. И цена идет на резкое понижение. Соответственно, реакция на резкое повышение идет резкое понижение от области сопротивления. Раз за разом цена также от данной области отталкивалась и шла на понижение. Далее мы видим, что в данный момент у нас идет откатик, небольшой откатик от локальной области. Соответственно, чтобы нам зайти в сделочку и получить плюс, мы переходим на минутный таймфрейм. И здесь уже будем более детально анализировать. Мы видим область консолидации, здесь цена копила силы и пошла на резкое повышение. После касания области сопротивления и цена идет на развороте от данной области на понижение. Видим низкочастотные свечи, указывают на то, что цена идет на развороте. Соответственно, нету сил для движения вверх и цена идет на развороте. Далее мы видим, что цена идет на понижение и после чего касается данной области. Реакция на данную область идет резким повышением откатом от направления вниз. Соответственно, после завершения этого отката мы зайдем в сделочку. Теперь нам надо понять, когда будет завершение отката. Мы видим данную область и после чего следующую область, от которой цена в принципе может пойти на развороте. Поэтому дожидаемся нашего завершения отката и видим. Если цена образует у нас откатную свечу в виде тени, то мы заходим в сделочку на понижение. Как мы видим, что идет разворот цены на понижение, сразу же заключаем сделку на понижение. Итак, мы разобрались, что психология играет большую роль в трейдинге на бинарных опционах. Но многие хотят понять более детально, что именно влияет на нас и как изменить это, чтобы начать зарабатывать на бинарных опционах. Ведь, как я говорил в начале, без исправления этого я не мог заработать долгое время. И специально для вас в следующем видео я расскажу полную хронологию того, что и как нужно исправить. Для этого я советую вам подписаться на мой YouTube канал, чтобы не пропускать мои полезные обучающие видео. Также мой Telegram канал будет ждать вас в описании к этому видео. Подписываемся на него, там много полезной информации. Поставьте лайк, если понравилось видео, и напишите любой комментарий. Всем удачи в вашем обучении на бинарных опционах. Пока!